доехали до нашего городка и прям запахло едой. Прям в машину такой запах какой-то выпечки свежей. Вкусно. Колбасой пахнет. Да? А мне показалось какими-то булками. Значит, тебе больше хочется колбасы, а мне было. Солнечно и жарко становится. Надо переодеваться. Такая сакура-обманка. А вот ты же какие красивые. Да, на тюльпаны вообще похожи. Да. Красиво. Такие. Ага. На улицах здесь, в городке Сан-Матео, уже нам туда, да? Так вот, вот эти вот сакуры, много где мы уже видели в нашем этом городочке Сан-Матео. Очевидно, не так благодатна здесь погода к какому-то цветению, не так благосклонно, да, не так благосклонна здесь погода к какому-то цветению, поэтому фальш-сакуры устанавливать. Мы дошли до старого города, где, собственно, мы и останавливаемся. Прям вон там, за фонарем. Какая тихая улочка. Балкончики, смотри, какие красивые. И вот эти вот выступы эркеры. Вот наши окна. А здесь, да, напротив, пекарня. Дульчерия, сладостня, да? Сладня. Как здесь много всего. Что-то миндальное. Вообще, хочется все. Это что-то интересное. Трубочки. Блин, хочется все. Так, ну мы разошлись сегодня по полной. Нам еще чего-нибудь, может быть, сюда надо заполнить. Не знаю. Что-нибудь маленькую, какую-нибудь штучку. Давай вот так. Не знаю. Давай еще одну трубочку. Круассаны здесь такие прекрасные. И такие, и такие. So beautiful. This is... Мне так нравится, как здесь упаковывают. Види, как много пришло. Да, да. Очень удобно. Здесь мы живем, а здесь мы накупили себе буляшек и всяких вкусностей. Вообще. Пожалуйста, мы купили сластей на 20 евро. На 20 евро, ну прекрасно. Но мы себе и на ужин, на десерт взяли. Да. Сластей. Вообще, такое все нарядное там. Да. Ну и как красиво. Дульчерия. Да, мы сейчас там все это красиво у себя употребим. Да. Но я смотрел в отзывах, когда об этом месте, о наших апартаментах, что здесь прям вот в 2 шагах прекрасная пекарня. Это было решающим при выборе, как вы понимаете. В нашу квартирку заходим. Прекраснейшую. Город просыпается, мафия засыпает. Смотри, прям вообще солнце к завтраку. Солнце подано. Солнце подано, да. Прям праздник, да? Такого количества буляшек мы никогда еще на завтрак не брали. Там реально глаза разбегаются. Ой, не здесь закрепленная. Она закрепила как надо. Да, здесь еще вот они делают вот этот вот каркас, это очень удобно. И ничего не мнется. Ну как же красиво. Не, мы оставим на подносе. Золотистое такое. Да. Ну это ж просто праздник какой-то. А уж прям вообще, прям манит, сверкая. Мы, конечно, никак не могли обойтись без фисташек, раз они есть. Вот эти трубочки тоже нас манили. Круассан, мне кажется, еще и с чем-то. Мне тоже кажется, потому что там есть круассаны, которые такие матовые, а это глянцевые. Да. И там, мне кажется, какая-то должна быть какой-то сюрприз.
Так, все это надо сфотографировать всячески. Это какой-то фисташковый торт. Это пирожное называется Сан-Марко. Вот это трехслойное. Не знаем, что за слои, Не что знаем, там. Что-то будем вкусное. смотреть. Наверное, какой-то белково-заварной крем, а там внутри заварной, трубочка, по всей видимости, это с каким-то фланом или заварным кремом. Вот это эк-кейки, яичный крем, круассан тоже непонятно с чем. А это какая-то миндальная штука, мы попросили нам порекомендовать ко всему, что... Мы буквально забивали место на этом подносе уже. Ну, осталось место вот еще вот столько, и мы такие, давайте нам что-нибудь по вашему выбору, и девушка посоветовала это. И еще оставалось место, мы такие, ну что еще, ну давайте еще одну трубочку. В общем, мы пустились во все тяжкие. Ну давай. Вот это вот все залитое солнцем, как красиво, да? Вот это вот огромное окно, сквозь которое светит солнце. Роскошь. А вот интересно все-таки. Ну нет, там, наверное, нет ничего начинки, потому что он легенький. А как его поделить-то? Ну ты просто и кусай, и все. Хорошо, чего буду кусать. Звучит вкусно. Вкусный. Ну прям чувствуется вкусное масло, вкусное все. Нетрадиционный такой круассан. Нетрадиционный круассан. Да. Ну, мы, собственно, нам нормально. Нам Нетрадиционный круассан. Нам все, что есть у вас нетрадиционное, несите. Он такой, какая-то смесь слоеного теста и сдобного. Как в Ой, Испании. не как в Португалии. Где мы там были? Все перебрал. На Мадейре. В Португалии. Нет, там совсем Материковый. такие они сдобные. А здесь он какая-то смесь, мне кажется, он просто воздушный при этом. Вкусно. Вкусно, да? Он сдобный. Ну, в смысле, он больше похож даже по вкусу на сдобные булочки такие прям. Но при этом воздушный, как Но круассан. при этом круассан, да. Очень вкусно. Знаешь, я почему-то сразу вспомнил бабушкины сдобные булочки. Очень вкусно. Он весь такой в слоях. Трубочки труба. Например. Ой, она такая вся, смотри. Трубочка. Ее так надо? Наверное, да. Вот крем загадочный для меня, я не пойму с чем. Это кастард. Ну, заварной крем, но это даже не совсем ваниль. Может, миндаль? Вкусно. Она такая, крема не пожалели. Все как надо. Я тоже не пойму, ну, вроде бы ванильный, а вроде бы не ванильный. Вроде бы трубочка, а вроде бы нет. Вроде Да нет, заварной трубочка крем, а уж вроде точно. флан. Но с кремом я не совсем пойму. Вкусный крем. Что ж тут говорить? Такая прям сияющая. А там, смотри, у нее это, что под юбкой? С осложнениями. Она какая-то сладко-фруктовенькая по вкусу. Вкусная, интересная. Достаточно сладкая, но такая Ну, достаточно фруктовенькая. нежнячая. Вкусно. Она на коржике, да, таком? Да. Как нежно. Консистенция такая, какая-то мармеладная. Вот, из чего она сделана, я не пойму. Вот Я это вот сказал, что это желтое. яичный крем. Да, чуть-чуть с каким-то фруктовым этим. Но, как знаешь, да, как такой густой-густой какой-то, ну, мармелад в банке. Вот такое Вот. бывает, да? Как так сделать? На каком-то маленьком бисквитике. Очень вкусно. И она вроде сладкая, но не приторно сладкая, вот эта вот какая-то легкая фруктовая нотка. Даже такая легкая кислинка, что ли, здесь есть, я не знаю. Может быть, это в глазури. Очень вкусно. Я объелся. Та-да-да-да-да, та-да-да-да-да, комара. Мне кажется, что мы уже влюбляемся в Канары. Да? Это пока первый остров.
Я не сомневаюсь, что даже здесь мы сегодня еще увидим что-то другое и новое, потому что так же, как и на Мадейре, нет, здесь, мне кажется, даже больше каких-то разных вещей. Разнообразных. Да, потому что здесь какие-то прям контрасты такие. Мне кажется, еще каждый остров, ну, никто не хочет быть под одну гребенку. Они чем-то своим отличаются. Ну вот В посмотрим. том числе и в еде, я уверен, и в каких-то этих... Здесь даже у каждого вот региона на маленьком острове, который, ну, реально можно объехать, ну, так вот по кругу, наверное, за пару часов, на маленьком этом острове так много региончиков, у каждого есть какой-то свой специалитет даже в еде. Где-то сыр, где-то вот сейчас мы поедем, там должна быть колбаса, это мягкая, чоризо. Которым мы планируем поинтересоваться. Да. Где-то миндальные какие-то сладости, где-то еще, где-то рыба. Где-то сыр. Сыр, Аляскал сыр. который здесь вот мы еще пока его... Нет, мы пробовали. Мы пробовали его, очень вкусный козий сыр, который... Что там? Чертополох. Чертополох. Да, козий сыр с чертополохом. А это кусок я отнесу Петру Васильевичу. Вот у нас на десерт, на вечер, вот такое разнообразие прекрасное. Очень хорошее разнообразие, я считаю. Петр Васильевич? Вот. Вот он. Сегодня у нас вот такой Петр Васильевич. Голубой. При свете дня еще покажу какие-то детали нашей прекрасной квартиры в Сан-Матео. Вот такая вот гостиная. Красивая. С таким вот потолком. Вот там вот шум городка испанского, канарского. Там буквально пару человек и собака. Создают голове, как будто их там человек 10, как минимум. Ну, так прикольно это. И все такое тоже здесь в деталях. Например, лампа такая, печь-камин. Коридор. Мы уже пошутили, что пока от спальни, которая здесь, добежишь до туалета, можно все расплескать. Спальня таким колоритным шкафом. Тоже вся в деталях интересных. О, напугал меня. Я напугал. Что ты делаешь? Что ты творишь? Деталь. Интересно. Интересная, да. Щет. Ты пошел, наверное, дальше прятаться, да? Нет, ты должен лучше спальню показывать. В общем, это спальня. Да. Еще одна спальня. Спальня, в которой мы не спим, а спит наш чемодан. Мы решили, что какое-то применение нужно найти этой спальни. Он храпит, поэтому мы надо закрыть дверь. Ванная комната. Унитаз, умывальник, душ. Душ тоже колоритный, но работает с вопросами. Этот душ. Мы уже собираемся дальше по Гран-Канарии. Здесь Леша с баром. Смотри, какая штука. Да, красивый такой бар. И бутылка разноцветная. Да. И можно сюда бутылки ставить тоже. Можно сюда бутылки ставить, нам ставить нечего. И то, что нас покорило прежде всего, это, конечно, вот эта вот кухня огромная, кухня-столовая, солнечная, тоже с множеством деталей. Окно, окнище такое панорамное. И городок Сан-Матео, который мы сейчас идем смотреть. Смотрите, как интересно. Дева Мария и голуби. Прямо из дерева. Это старое дерево, олива. Да, из дерева олива высечено. Местный собор. Мы прям очень удачно остановились. А там тоже, кажется, все старались. Мне кажется, что это мэрия как раз, да. Здесь такое все цветущее, красивое.
много таких всяческих арт-форм. Да, да. Все, конечно, всех, которые сидят на скамеечке, все тоже на голову посмотрели. Красиво. Бугенвилия здесь бушует тоже. Букингемия, да, мы же ее называли Букингем. Ой, да, прикольно. А, он, видишь, еще этот фонарик? Один на другой. Да, один на другой такой Такая наклонится. милота Да, фонарная. ага. Какой уютный городочек. И здесь много таких. Сегодня прям перезвоны. Воскресенье, служба. Фонарь, который держит глобус, а рядом сидит фонарка и фонарик. Фонарь, фонарка и фонарик. Такая веселая семья офонарелых. Фонаревы. Веселая семья Фонаревых. Все настолько игрушечное, что я сейчас увидел машину и подумал, странно, машина. Что даже странно, что здесь могут ездить какие-то, да? Не игрушечные машины. Как красиво. А здесь оливки. Еще очень много оливковых деревьев. Пробовать я не буду. Наученный горьким опытом Португалии, пробовать. А может, испанские оливки еще самые вкусные? Ну, попробуй. Нет. Мне кажется, мы практически весь городок вот так вот в 2 шага и обошли. Мне очень понравился городок Сан-Матео. Очень рекомендую к посещению, если окажетесь здесь, на Гран-Канарии. Ну какие ж вот это вот красивые деревья. Ну-ка, деревологи, цветологи, подсказывайте, что это?